Всем привет! В этом видео я покажу процесс производства каретки для распиловочного стола. Многие делают данное приспособление сразу же после покупки циркулярки, однако в течение пары лет я обходился без него. Но каретка мне нужна для нового проекта, о котором будет снято следующее после этого видео. Сохраняя интригу, я не буду говорить, что это, но работы уже ведутся, и даже некоторые заготовки могут попасть в кадры этого ролика, поскольку они находятся здесь, в моей мастерской. Каретку я буду делать довольно стандартного конструктива с интегрированными шинами, титреками, которые значительно расширяют функционал данного приспособления, ускоряют работу и делают ее более удобной. Я долго думал, какой толщины фанеры взять за основу, 15, 18 или 21 мм, и взял 18 мм, что в итоге стало моей ошибкой, о которой я расскажу в этом видео. Смотрите!
Вот и настал тот момент, о котором говорил в начале видео. Еще на этапе, когда я делал эскизы, было понятно, что в месте фрезерования паза под T-Track останется совсем мало места для самореза, порядка 5 мм, но я не придал этому должного значения, поскольку ориентировался на один из роликов со схожим конструктивом каретки, где также используется 18-мм фанера и T-треки, и я решил, что так же как в ролике, просто отпилю саморезы до нужной длины и все будет хорошо. Но оказалось, что направляющие бывают разных сечений, в первую очередь разных по высоте, на что я не обратил внимания. В видео, на которое я ориентировался, была низкая высота треков по специальные винты с низкой прямоугольной формой головки. У нас же наиболее распространены шины под стандартный болт М8 с шестигранной формой головки, поэтому пазы в подошве каретки у меня получились глубже. И даже укоротив саморез по максимуму до 2 витков, что делает его крепящую способность очень сомнительной, увидел, что и в таком состоянии он прошел насквозь фанеру и далее будет царапать распиловочный стол. Поэтому, внимание, если будете делать каретку с интегрированными T-треками, с параметрами как на картинке, я бы рекомендовал использовать фанеру толщиной 21 мм. Ну а я чуть было не бросил все и не отправился на поиски более толстой фанеры, как вспомнил, что в одном ролике на ютубе видел, что подобные направляющие крепят на цианокрилатный клей. Сначала я решил провести маленький тест, склеив сантиметровый кусок этого алюминиевого профиля с фанерой, а через 5 минут попробовал его оторвать. И результат меня даже немного удивил, соединение получилось вполне крепким. Поэтому я, не задумываясь, клеил ранее подготовленные треки в подошву каретки, ну и обрезки саморезов заодно, чтобы закрыть просверленное отверстие. Настройку перпендикулярности упора я делал при помощи популярного метода, который дает очень высокую точность. Основывается он на 5 отрезах и небольшом количестве математических вычислений. Для начала берем кусок листового материала, у меня это фанера размером примерно 25 на 40 см. Отмечаем каждую сторону, как на картинке. Цифра – это порядковый номер реза. Далее производим отрез на стороне 1. Нужно лишь подровнять, поэтому отрезаем минимально возможную часть листа. Поворачиваем по часовой стрелке, пилим сторону номер 2 и повторяем все те же действия со сторонами 3 и 4. После 4-го запила отрезаем небольшую часть от стороны 1/5 и производим замеры ширины этой части вверху и внизу. Я напомню, что после предварительной настройки, которую я показал в видео, я сбил упор для большей наглядности, поэтому у меня получилась такая большая разница. И сейчас мы будем ее исправлять. Вычисляем разницу в размерах ширины верхней и нижней части, полученное значение делим на 4, а затем делим на длину отпиленной полосы. Теперь нам нужно измерить расстояние от самореза, который я вкрутил ранее с одной стороны, до точки, в которой мы будем производить замер при смещении упора с другой стороны.
У меня получается 654 мм. Это число я умножаю на величину, полученную в третьем действии, и получаю значение, на которое мне необходимо сместить край упора, чтобы добиться его перпендикулярности. Сторону, в которой смещать упор, определяет знак плюс или минус. Если число у вас получилось положительное, как у меня, то упор необходимо смещать наружу каретки. Если число получилось отрицательное, то упор смещается вовнутрь. Чаще всего точную регулировку упора производят при помощи щупов, но я решил попробовать сделать то же самое со штангенциркулем. Все предельно просто. Надежно фиксируем измерительный инструмент, упирая его в упор, выкручиваем саморез, сдвигаем упор на расчетное значение, зажимаем струбцины, сверлим и фиксируем саморезом в новое отверстие. Все готово, можно проверять.